Всем привет, меня зовут Стас Быков, я практикующий специалист по YouTube, и сегодня давайте поговорим про налог, который хочет удерживать YouTube. Я думаю, не так давно вы на своей почте нашли письмо о том, что до 24% со своего дохода придется вернуть YouTube. Давайте сегодня в этом разберемся. Погнали. Вот данное письмо, которое всем авторам YouTube пришло на почту. Давайте сейчас вместе разбираться, потому что я вижу, что под всеми моими видео в комментариях вы сейчас задаете вопросы. Ну, конечно, тема очень важная. И, конечно же, хочется в этом разобраться. Сейчас я переработал большой объем информации, почитал справку, пообщался с поддержкой, и мне есть что вам рассказать. Давайте сейчас это как раз и обсудим. Итак, первое, нужно понимать, что в любом случае, даже если ваш канал подключен к медиасети или вы работаете напрямую с AdSense, необходимо заполнить налоговую информацию. То есть это крайне важно сделать. Если мы не сделаем это до конца мая 2021 года, в этом случае нам придется платить налог со всего своего дохода на YouTube, и это процент будет от 27 до 30%, да, в зависимости от страны. Но 30% со всего дохода, да. Если мы заполняем эту форму, где указываем свою налоговую информацию, тогда мы будем платить уже по ставке нашей страны, а есть возможность вообще уйти от этого налога, если мы заполним также соглашение об избежании двойного налогообложения, это тоже возможность, сейчас тоже мы поговорим. Но самое главное, чтобы мы заполнили налоговую информацию. Сегодня, конечно, я тоже покажу, как это делается. И следующий момент, что налог мы с вами платим только с дохода из США. То есть, если у вас зрители идут из других стран, да, тогда вы с этого налог не будете платить. То есть, налог удерживается только с тех зрителей, которые смотрели из США. Как это проверить? Давайте вместе с вами сейчас немного попрактикуемся и выполним следующие действия. То есть, переходим вот здесь аналитика, дальше расширенный режим. Здесь выбираем, ну, например, февраль, да, у нас полный месяц был, и статистика уже появилась. Далее здесь местоположение. Отлично, выбрали. И вот здесь вот показатель нам нужно щелкнуть и в открывающемся списке выбрать другие показатели, расчетный доход. И вот получается, что за февраль месяц у меня на втором канале просмотры были из России, Украины, Казахстан, Германии. И вот мы видим Соединенные Штаты. Вот давайте я галочку поставлю. То есть просмотры из Соединенных Штатов, только они сейчас будут облагаться налогом. Но если мы с вами налоговую информацию не заполняем, то мы со всего дохода будем платить до 30%. Да? Если заполняем, тогда согласно ставке нашей страны. Так, смотрим. Ну вот у меня доход из США 0,53 цента. То есть, согласитесь, не так много. Да? Также в комментариях можете отписаться, сколько у вас доход из США. Я знаю, что есть много каналов, которые работают на западную аудиторию. И вот, конечно же, им тем более нужно озаботиться данным вопросом. Чтобы узнать, какая конкретно будет ставка в вашей стране, вот я живу в России, буду заполнять для России, да, то необходимо сначала заполнить налоговую информацию. И там дальше будет этот показатель, сколько процентов необходимо будет платить только с того дохода, который идет из США. Вот. Но когда я укажу еще свой ИНН, у меня как жителя России есть свой ИНН, я тогда снижу вообще до нуля, потому что и между странами есть соглашение про двойное налогообложение. Где это посмотреть? Ссылка вот на эту страничку также будет в описании. Давайте я себе помечу, чтобы не забыть. И вот здесь просто вам нужно найти будет свою страну. Это те страны, с кем действует соглашение с США. Но в принципе это должно сработать, потому что мы здесь, если Россию найдем, так, вот у нас, да, то у нас тоже есть соглашение. И по идее, в теории, потому что на практике это пока никто не проверял, да, это станет у нас точно вот железно известно с 1 июня 2021 года, ну, конкретная дата, да, как это будет все работать. Но до этого времени, как можно раньше, нам лучше, конечно, заполнить всю необходимую информацию. Давайте мы как раз к этому и приступим. То есть переходим в AdSense, здесь вот нажимаем «Изменение налоговой информации».
Видите, налоговая информация США. Вы не можете получать выплаты от Google, пока не предоставите налоговую информацию. Это займет всего несколько минут. Хочу оговориться, этот аккаунт у меня на физическое лицо. Еще есть второй аккаунт на ИП, то есть как на юридическое лицо, как на частного предпринимателя. Также заполню, если будет интересно, могу за кадром это сделать, потому что по аналогии это все будет одинаково. Здесь нажимаем «Добавить налоговую информацию». И вводим пароль. Так, авторизация у нас проходит. И начинаем заполнять форму. То есть отвечаем на вопросы. Налоговая информация. Так, физическое или юридическое лицо. Здесь у меня на физическое лицо. Нажимаем «Далее». Являетесь ли вы гражданином или резидентом США? Нет, я не являюсь. Вы, конечно, отвечаете то, что вам больше подходит. И здесь у нас две налоговых формы с вами. Обратите внимание, первое заполняют те, кто предоставляет налоговую декларацию в США. То есть кто отчитывается в США. Нам с вами нужно заполнить вторую форму. Требует заполнения физическим лицам, зарегистрированными за пределами США. Также эту форму необходимо предоставить, чтобы запросить льготы в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения. Нажимаем здесь «Заполнить налоговую форму». Сейчас у нас идет загрузка. Итак, смотрим. Убедитесь, что информация в этой форме совпадает с указанием в налоговых документах. Пишем здесь с вами на английском языке имя физического лица. Я пишу имя, фамилия, отчество. Дальше. Название компании заполнять не обязательно. Страна гражданства. Выбирайте здесь свою страну. Я выбираю «Россия». Опускаемся ниже. И теперь нам нужен индивидуальный номер налогоплательщика. Как раз вот ИНН, о чем я и говорю. Здесь я ввожу ИНН. Дальше следующее поле номер налогоплательщика США или номер социального страхования. Это заполнять не нужно. Нажимаем «Далее». Теперь заполняем адрес постоянное место жительства. Указываем также на английском языке. Так, сразу пишем улица, дом, квартира. Далее вторую строку пропускаем, пишем город, область тоже выбираем и индекс. Так, далее, если почтовый адрес и адрес проживания совпадают, то ставьте здесь галочку. И еще раз проверьте, чтобы первая строка адреса здесь у вас был домашний адрес, то есть улица, дом, квартира. Я по-английски все это написал. Вторая строка пропускаю, город свой написал по-английски. Дальше выбрал область и написал индекс туда, куда у меня вот почтовое отделение находится. Галочку здесь адрес постоянного места жительства, абонентский ящик или адрес третьего лица. Ну, я тут не рекомендую, лучше указывайте домашний адрес. Да, теперь нажимаем «Далее». Претендуете ли вы на пониженную налоговую ставку в соответствии с соглашением? Здесь нужно поставить «Да». То есть претендую, является резидентом страны, с которой США заключено соглашение об избежании двойного налогообложения. Да, тут выбираем галочку. Дальше страна. Из списка выбираем «Россия». Чуть опускаемся ниже. Специальные налоговые ставки и условия их применения. Выберите все подходящие варианты. Если в будущем вы планируете использовать сервис Google для получения других типов дохода, укажите их также. Ну что у меня здесь вот? AdSense. Дальше статья 6, пункт 1. Налоговая ставка. Пониженная ставка 0%. Почему 0? Потому что мы попадаем, опять же, как физическое лицо, и по информации, которую указали налоговая информация, являемся налоговым резидентом страны, выбранной на шаге налоговая информация, и попадаем под действие условий соглашения об избежании двойного налогообложения. Тут галочку ставим. А дальше тут, в принципе, можно все это выбрать. Да, а авторские права в других сферах и кинематограф, и телевидение лишним не будет, в принципе. Да, везде 0 выбираем. Отлично. И ставим галочки, что мы подтверждаем, что мы являемся, мы проживаем в той стране, где действует вот пониженная налоговая ставка. Нажимаем «Далее».
Так, все у нас тут, в принципе, мы с вами все заполнили. Так будет выглядеть итоговая версия документа. Проверьте и подтвердите правильность информации в 4 PDF-файлах. То есть вот они, все эти файлики: кинематограф, авторская правда, службы, использование по умолчанию. Ну-ка, давайте зайдем в кинематограф. Здесь личная информация, все то, что мы с вами заполнили, вот по форме W8BEN, то есть вот эта форма у нас с вами сейчас работает, и проверяем информацию, чтобы все было заполнено правильно. Да, это мы претендуем на нулевую налоговую ставку. Здесь ставим галочку: я подтверждаю, созданные налоговые документы были проверены мной, и заявляю, что, насколько мне известно, приведенные в этих документах сведения являются верными, точными и полными. Нажимаем далее. Здесь сертификат налогоплательщика, полное имя, это для подписи бенефицианта, владельца. Да, здесь нужно написать полное имя, по-английски пишем. Отлично, заполнили. И ниже тут выбираем, что да, мы сами подписываем этот документ, то есть написали, и нажимаем далее. Дальше информация о деятельности и оказании услуг на территории США. Оказывало ли юридическое или физическое лицо, указанное в разделе налоговой информации, услуги компании Google, или вело ли деятельность для нее на территории США? Здесь ставим нет. Тут мы ничего на территории США не вели. И дальше здесь получали ли вы платежи через платежный профиль, для которого предоставляется налоговая информация. Если вы уже на этот AdSense на свой получали деньги, тогда нужно поставить галочку на вот вторую. То есть я предоставляю налоговую информацию для существующего платежного профиля, который уже использовался для получения платежей. То есть я уже использовал его. А если еще не получали и вы только AdSense создали, тогда выбирайте вот первую галочку. То есть платежный профиль еще не использовался для получения платежей. Все, теперь мы в принципе здесь все заполнили, вся информация у нас с вами верна. И нам осталось нажать только кнопочку «Отправить». Все, у нас происходит отправка формы. Видим статус «Одобрено». Дальше налоговые формы и ставки. Выбрана ставка 0%. На кинематограф и телевидение, авторские права в других сферах также 0%, выбранная ставка. Ну и службы, также налоговая ставка 0%. Ну и все, то же самое вы спокойно сделать. Надеюсь, у вас получится. Если будут какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях. Самое главное, чтобы вы заполнили ставку. Проверьте свою сторону вот здесь вот. То есть с кем есть соглашение по двойному налогообложению. И спокойно настраивайте себе 0%. Чтобы оставаться на связи и всегда быть в курсе самых свежих новостей, обязательно подписывайтесь на канал. Не забывайте поставить лайк за полезную информацию. С вами сегодня был Стас Быков. До новых встреч. Пока.